мои дорогие, с вами Оксана, и сегодняшнее видео я хочу посвятить уходу за губами в зимнее время. В этом видео я расскажу о тех средствах, которые помогают мне избежать шелушения, потрескивания, заеда на губах. Расскажу вам о суперном бальзаме, который можно сделать своими руками. Итак, кому тема это интересна, оставайтесь со мной. Итак, начинаем. Начинать, конечно, уход нужно с того момента, как мы проснулись, умылись. И, естественно, недостаточно просто там нанести губную помаду. И, естественно, недостаточно для того, чтобы наши губы в течение нашей жизни радовали нас и всех окружающих. Так, первое, что делаю я, рассказываю. После того, как я умылась, я делаю массаж зубной щеткой круговыми движениями. Зубную щеточку я слегка смачиваю либо маслом оливковым, либо маслом жожоба, либо каким-то либо питательным жирным кремом и легкими массирующими круговыми движениями я 1-2 минуты массирую губы. Что это дает? Объясняю. Это увеличивает приток крови, что улучшает регенерацию наших клеток, то есть обновляются клетки лучше. Тем самым питательные вещества, которые находятся в маслах и в жирных питательных кремах на щеточке, они с большей интенсивностью проникают, смягчают и питают нашу кожу. То есть мы промассировали наши губы. Следующее действие, которое я делаю и рекомендую вам, может быть, это кому-то пригодится, я наношу жирный бальзам для губ, который я делаю своими руками. Бальзам этот на основе гусиного жира. Тем, кто впервые на моем канале, хочу сказать, что по поводу гусиного жира у меня есть видео, ссылочку оставлю, посмотрите, кому это интересно. Так, значит, бальзам делаю я таким образом. Я маленькую баночку от использованного крема, здесь был крем для кожи вокруг глаз от Эван, в общем, любую мелкую такую вот посудину используйте для таких бальзамов. Гусиный жир, вот здесь у меня уже бальзам готовый. Сейчас расскажу, как я его сделала. Гусиный жир не растопленный, в таком мягком слегка состоянии. Сюда помещаю. Затем я капаю несколько капель масла жожоба для приятного, так сказать, аромата, для смягчения. Тоже очень даже хорошая штучка. И для запаха масло лаванды, эфирное масло лаванды. Все это дело я лопаточкой перемешиваю и храню этот бальзам в холодильнике. Почему? Потому что гусиный жир – это органическое вещество, которое очень склонно портиться быстро. К тому же в этот бальзам мы не добавляем ни консервантов, никаких ароматизаторов искусственных, чисто эфирные масла. Поэтому это продукт скоро портящийся. То есть его в большом количестве делать бесполезно, не делайте. Храните в холодильнике и по необходимости им пользуйтесь. Я, например, пользуюсь вот этим бальзамом после того, как промассировала губы. Наношу вот этот бальзам на 10-15 минут. Как раз этого времени мне достаточно, чтобы нанести тональную основу, чтобы накрасить глаза. И, как правило, в последнюю очередь мы пользуемся помадой, красим губы. Вот как раз те 10 минут, пока я наношу макияж, этот бальзамчик у меня на губах и находится. Затем я салфеткой промокаю и в дальнейшем уже наношу помаду. Так, это вот первое правило. Делаю массаж. Второе. Я не пользуюсь стойкими помадами, потому что они подсушивают губы. В основном я стараюсь смотреть, конечно, состав помад, которыми пользуюсь, и выбираю те, которые сделаны на основе ланолина.
Я знаю, что такие помады есть в Mary Kay, есть в Maybelline. Ну и я думаю, что в других марках это тоже найти возможно. Поэтому смотрите, если в состав губной помады входят ланолин, витамины А и Е, значит это эффект не только декоративный, но и уход, что очень-очень даже хорошо в зимнее время. Выбирайте такие помады. Так, следующее, что я сделаю я, естественно, на морозе, на улице я не облизываю губы, так как эта часть лица открыта постоянно и подвержена воздействию снега, ветра, минусовой температуры, поэтому попадание на кожу губ влаги вот в таких условиях это очень-очень даже чревато. В общем, избавляйтесь от этой вредной привычки облизывать губы. Это ни к чему хорошему не приведет. Следующее, что делаю я в течение дня. Я покупаю в аптеке Аевит витамины в капсулах, принимаю их вовнутрь 2 раза в день, утром и вечером. И в течение дня наношу как бальзам, как блеск для губ. Это очень хорошо. Вот это я делаю. Следующее, перед сном, что я делаю, как я помогаю своим губам, чтобы они были в хорошем состоянии. После того, как я макияж смыла, я наношу в качестве маски именно вот этот вот бальзам, который я говорила вам на основе гусиного жира. Я наношу плотным-плотным слоем на губы и оставляю на ночь. Излишки, если они у вас есть и они вам как-то мешают, промокайте салфеточкой и убирайте. Остальная часть должна впитаться, то есть этот бальзам, он очень хорошо впитывается кожей и, в общем, эффект будет потрясающий. У меня там котик. Так, вот такие рекомендации я могу вам дать по поводу ухода за кожей губ. Не забывайте, что эта кожа очень тонкая, там нет жировой прослойки, она подвержена воздействию окружающей среды, как никакая другая часть нашего тела. В общем, оберегайте, охраняйте, пользуйтесь советами, рецептами. Ой! Не ленитесь, и ваши губы всегда будут в хорошем состоянии радовать вас и ваших близких. Всем всего хорошего. С вами была Оксана. Всем пока-пока.